Если у вас есть 3 картошки, приготовьте это простое и очень вкусное картофельное блюдо. Так картошку вы еще точно не готовили. Это просто, дешево, сытно и очень-очень вкусно, друзья. Скорее сохраняйте рецепт, делитесь с друзьями и напишите, пожалуйста, в комментариях, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. Я рада видеть каждого из вас на моем канале «Готовим дома». И первым делом я разбиваю в миску 3 куриных яйца. Яйца хорошенько взбалтываю при помощи венчика или обычной вилки, просто взбиваю до однородности. Добавляю к яйцам 30 грамм муки и еще раз хорошо все перемешиваю. Когда перемешаете яйца с мукой, отставьте в сторону, за это время все комочки разойдутся, даже если какие-то комочки остались в яичной смеси, через 10 минут уже ничего не будет, потом просто еще раз хорошо перемешаете. Также мне понадобится 3 крупных картофелины. Общий вес картошки, уже очищенной, где-то полкилограмма. Сегодня мы с вами готовим очень вкусные блинчики, и это идеальное блюдо для ужина или для обеда. Можете приготовить их заранее, держать в холодильнике или в морозилке, и в любое время сможете буквально за 10 минут, в течение 10 минут приготовить быстрый и вкусный ужин. Я нарезала картошку довольно крупными кусочками, и нарезанный картофель отправляем в кастрюлю. Заливаю картошку холодной водой, так чтобы вода полностью покрыла картофель. Не забудьте картошку посолить, кто-то солит в начале, кто-то в конце приготовления. И отправляю на плиту, варим 15-20 минут до полной готовности и мягкости картофеля. А пока готовится картошка, друзья, мы с вами время не теряем. Давайте быстренько приготовим очень вкусную начинку для нашего картофеля. Я беру одну репчатую луковицу и нарезаю ее довольно мелко. Для этого простого и вкусного блюда из картошки нам понадобятся самые простые и доступные ингредиенты. Но результат, друзья, получается просто настоящий шедевр. А если вдруг вы не знаете, что делать, чтобы не плакать при нарезке лука, вот вам несколько простых и полезных действенных советов. Вы можете охладить лук, прежде чем его нарезать. Буквально 30 минут в холодильнике перед нарезкой и никаких слез. Также используйте острый нож, чтобы быстрее нарезать лук. Можно предварительно замочить лук в воде. Еще советую держать рот открытым, включить вытяжку или носить защитные очки. Выбирайте тот вариант, который вам больше нравится. А я нарезанный лук отправила на сковородку и обжариваю его буквально 2-3 минутки, чтобы он слегка обмяк и, может быть, совсем чуть-чуть стал золотистым. Пока жарится лук, я нарезаю 1 болгарский перец. В этом рецепте картофельной начинки очень вкусным получается сочетание обжаренного лука с болгарским перцем. На мой взгляд, это самое яркое и действительно вкусное сочетание. Конечно, вместо болгарского перца вы можете немного удешевить рецепт и взять, например, морковку. Просто натрите ее на крупной терке, но именно с болгарским сладким перцем получается очень ярко, очень сытно, вкусно и запоминающееся. Такая начинка будет радовать глаз и радовать ваши вкусовые рецепторы, когда вы будете дегустировать эти великолепные блинчики с картофельной начинкой. Отправляю нарезанный перец к луку и обжариваю еще буквально 2-3 минутки на среднем огне, чтобы ничего у нас не подгорело. Периодически не забываем помешивать и, конечно, по вкусу приправляем солью, черным молотым перцем и можете добавить щепотку каких-то ваших любимых трав, приправ по вашему вкусу. Любые сушеные травы здесь тоже будут уместны. Хорошо приправили начинку и готовим буквально ее еще 1-2 минутки. Тем временем наша картошечка уже полностью сварилась, стала мягкая. Снимаем с огня и сливаем воду с картошки. Хорошенько слили воду, картошку перекладываем в миску большую и достаточно удобную, чтобы приготовить из картофеля картофельное пюре. Можете сделать картофельное пюре прямо в кастрюле, как вам больше нравится и как вы предпочитаете.
Я хорошо размяла картошку, получается очень нежная пюрешка. Молоко не добавляю, добавляю сразу же нашу начинку из обжаренного лука с болгарским перчиком. И сюда же натру кусочек сыра. Сыр сделает эту начинку очень нежной и очень вкусной. Натираем сыр на крупной терке, грамм 100-150, сыра будет достаточно. Сыр можете брать любой, на ваш вкус, который хорошо плавится. У меня сегодня моцарелла. Очень люблю моцареллу в таких блюдах, особенно в сочетании с картошкой, потому что она очень нежная и просто идеально плавится в картофельной начинке. Натертый сыр отправляем в миску с картофельным пюре. И для более яркого вкуса и, конечно же, для красивого цвета я хочу добавить в начинку немного зелени. В качестве зелени вы можете взять зеленый лук, укроп или петрушку. Я выбираю для сегодняшней начинки зеленый лучок. Зеленый лук мелко нарезаем. Зеленый лук – это просто кладезь витаминов, поэтому, друзья, почаще добавляйте лук во все ваши блюда и будьте здоровы! Нарезанный лук отправляю в картошку. Осталось только все хорошо перемешать. Хорошо смешиваем картофельное пюре с овощами и сыром. Просто перемешиваем до однородности. Только посмотрите, какая вкусная и аппетитная у нас получается картофельная начинка. Выглядит просто потрясающе. Столько красок, цвета, и она действительно, друзья, невероятно вкусная. А тем временем я отправляю в миску 200 грамм муки. Сюда же добавляю немного соли, 1 чайную ложку без горки и также 1 столовую ложку сахара. Разбиваю 2 яйца. И постепенно вливаю пол-литра 500 мл молока. Молоко у меня холодное, прямо из холодильника. Подогревать не обязательно. Осталось только все хорошо смешать. Перемешиваю яйца с мукой и с молоком до однородности. Тесто должно получиться однородным, без комочков. Вот такой вот густоты. В самом конце вливаю в тесто 1-2 столовых ложки растительного масла. Еще раз все хорошо перемешаю. И тесто для блинов полностью готово. Ставлю сковородку на огонь и набираю немного теста, буквально 1 половник, 1 черпак, выливаю на разогретую сковородку. Обжариваю блинчик до красивого золотистого цвета, стараюсь слишком сильно не зажаривать, а блинчики остаются довольно светленькими. Переворачиваю и обжариваю еще полминутки с другой стороны. Делайте умеренный огонь, чтобы блинчики не горели, при этом блины очень быстро жарятся, друзья, так что далеко от сковородки не отходите. Выливаем черпак теста, половник, и жарим следующий блинчик. Блинчики жарятся очень быстро, друзья, буквально за 10 минут вы пережарите всю порцию этого теста. Это тесто для блинов очень удачное и очень простое. Блинчики всегда получаются вкусные, шелковистые, золотистые, румяные. Вы можете их зарумянить еще побольше, если будете готовить просто блины. Посмотрите, вот такая вот красота, просто блинные солнышки. Очень вкусные блинчики, друзья, рекомендую. В них прекрасно можно завернуть любую начинку. А можно подать как классические блины со сливочным маслом, со сметанкой, со сгущенкой. Универсальный рецепт, очень его люблю и очень рекомендую занести, сохранить в свою кулинарную тетрадочку, чтобы приготовить такие блины еще не раз. Посмотрите, вот такие кружевные, очень-очень вкусные, просто великолепные, друзья. Тем временем продолжаем готовить. У меня здесь панировочные сухари. Высыпаю сухари в удобную форму. Сейчас увидите, что мы будем делать дальше. Также здесь у меня панировочные сухари и взбитые яйца. Я беру 1 блинчик, переворачиваю его светлой стороной вверх. Набираю ложку картофельной начинки. Посмотрите, какая она красивая, нарядная. И выкладываю картошку на блинчик. Придаю картофельной начинке форму, чтобы удобно было свернуть такой красивый компактный конвертик, чтобы у нас ничего не распадалось и ничего никуда не вываливалось. Теперь аккуратненько сворачиваем
конвертик. Посмотрите, как все просто делается. Подгибаем края и сворачиваем вот такую трубочку. Вот такие симпатичные, вкусные блины с великолепной картофельно-овощной начинкой у нас получаются. И выкладываем готовые блинчики на разделочную доску или на тарелку. Количество начинки по вашему желанию, а также это будет зависеть от того, какого диаметра, какого размера блины вы нажарите, то есть от размера вашей сковородки. Размер моей сковородки 24 сантиметра. И из этого количества теста у меня получилось где-то 15-16 вот таких вот вкусных, тонких, ажурных блинчиков. Для этого рецепта вам не понадобится каких-то особенных продуктов или каких-то особенных навыков. Все ингредиенты самые простые и доступные. Кстати, ингредиенты я всегда оставляю для вас в описании под видео. Обязательно загляните и готовьте все по рецепту. Обязательно получится без всяких проблем. Я ставлю разогреваться сковородку с растительным маслом и окунаю блинчик сначала в яйца с мукой. Муку мы добавляем для того, чтобы панировка хорошо держалась на блинчике, а потом в панировочные сухари. Выкладываю блинчик на горячую разогретую сковородку и панирую следующий блинчик. Снова обмакиваю сначала в яичной болтушке, а затем обваливаю в панировочных сухарях. Выкладываю на горячую сковородку и жарим блины по 2-3 минутки на среднем огне до красивого золотистого цвета, до красивой румяной корочки. Переворачиваем. Посмотрите, какая красота! Вкуснятина просто необыкновенная. Такие блинчики будут шикарным ужином. Уверена, что ваша семья полюбит этот рецепт, и вы еще не раз его приготовите. Очень сытные, вкусные и невероятно красивые блинчики. Потом мы с вами разломим один и посмотрим, какие внутри они получились. А я жарю следующую партию. Делаем панировку для блинов и отправляем на горячую сковородку. Вот такое вот простое, дешевое, сытное и очень вкусное блюдо из простых продуктов мы сегодня с вами приготовили. Переворачиваем блинчики и обжариваем еще 2 минутки до румяности с другой стороны. Готовые блинчики можно выложить на бумажные полотенца, чтобы впитались излишки масла. Хотя вы видите, что количество масла здесь совсем небольшое. Вот такая вот вкуснятина и красота у нас получилась, друзья. Давайте разломим один блинчик и посмотрим, какой он внутри получился. Посмотрите, как хрустит. Это просто очень аппетитно и очень-очень вкусно. Вау, посмотрите, вот такая вот вкусная, великолепная начинка, мягкая, нежная картошечка, болгарский перец, зеленый лучок, сыр. Это просто такая вкуснятина, словами не описать. Обязательно приготовьте и делитесь рецептом с друзьями. А я желаю вам приятного аппетита, прекрасного настроения и буду ждать вас в моем новом вкусном видео. Пока-пока, друзья, и скоро увидимся!